место. Прошлые ошибки повторять не стал. Пошел сразу на разведку без ничего, чтобы потом с вещами не возвращаться. Палку выломал, до льда дошел. Ну, вот и на месте. Ветер здесь, конечно, задувает, будь здоров. Но сейчас буду пробовать уже доставлять. Озеро новое. Я на нем зимой еще не ловил. Летом оно себя хорошо показало. Посмотрим, что зимой будет. Ну, 4 штуки я поставил. Вот сейчас берег оббиваю, обсаживаю. Тут зайчик, я смотрю, гулял. Вот они, следы такие. Подзамело их, конечно. Так, ну лед, конечно, тут слоями толстый. Думал, тоньше будет, а он тут толстый. Вот сейчас вдоль камышика и ставлю. О, как идет снег-то красиво по льду сверху. Ну, ветер сильный. И ветер тут гуляет, будь здоров. Одна сработка пока. Ну, я поставил тут сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук поставил. Посмотрим. Ветер сбил, а то здесь вьюга такая. Снег заметает. Что у нас с катушкой? О, даже уже подзамести успела. Молчит. Кстати, что-то было. Вон, она ее покусала. Я, видать, из пасти вытащил. Ой. Сейчас жерлицы поставил. Ну сколько? Наверное, штук 10 точно, где-то штук 12. И вот до угла дошел, смотрю, здесь кто-то выходил из леса. Причем вон такая тропа, уже снегом присыпанная, и причем следы такие большие. Кто здесь блуждал? На лед вышел, да передумал, обратно пошел. Причем так немного петлял влево, вправо. Тот развернулся и ушел обратно в лес. У лося вроде как побольше будут следы шаг. Ну, не знаю. Следы старые. Так, ну, поставил и под этой стороной. Сколько их тут? 6 штук. Пока на той стороне тишина. Ну, по крайней мере, дальней я не вижу. Сейчас ближе подойду, посмотрю. Ну, вот здесь вот была одна сработка, где она ее пожевала, да выплюнула. Или, может быть, я из рта вытащил. И все. Пока как-то не радует. Далеко уходит. Ну. Так. Щукарик. Ё-моё, да хоть живца сохранил, слава богу. Живца мне отдай. Куда тебе такой живец-то? Больше, чем голова. Плыви, ё-моё. Ой, бляха-муха, встанешь же еще в лунке.
Вот, наоборот, чуваньк. Да ты глянь. Ты что, ко мне хочешь все-таки? Маму зови. Или батю. Ну, эту поставил ближе к краю. Конечно, было бы хорошо еще тот угол обставить, но может быть в процессе дня я, которые не работают, переставлю. Потому что сидеть и наблюдать, которые не работают, я не могу. Мне надо, чтобы они работали. Ладно, нам надо чайку попить. Конечно же, чаек. Станет, наверное, моментом на таком ветру. Сейчас где-то минус 5. Но я выпить успею до того, как он замерзнет. И, конечно, шоколадка. Как же без шоколадки-то? Хорошо. Блин, по той стороной не все вижу. Некоторые, половина с камышами сливаюсь там. То, что я прям под ними поставил. И видно плохо. Но здесь пока нормально. Здесь в пределах видимости. Но молчат. Но молчат. Такой вот у меня здесь как бы удочка. Ну, остается теперь выжидать. Но не думаю, что я много выдержу сидеть. Начну переставлять некоторые, в которых есть сомнения. Не, ну тут есть некоторые, которые прям на небольшой глубине я ставил, где-то сантиметров 50 было расстояние до дна. Мне такая глубина не очень устраивает, хотя бы чтобы минимум метр был, тогда получше будет. Вот. Ну и на ямы тоже я большого смысла не вижу ставить. Да, только зимой можно именно увидеть, насколько живет лес по следам. Вон тут у нас зайчики прыгают. Тут что-то посерьезнее ходило. Причем такими шагами широкими. Надеюсь, не шатун. Мне его не хватало еще. Так он. Вот здесь это уже зайчик. Вон сколько тут зайчиков-то бегает. Причем, да, вот с горы спустился. Вышел на лед. Вот теперь. Может быть, лось. И погнал туда. И не разобрать по следам, что здесь было. Там зайчик один. Чап-чап-чап-чап-чап. Ушел. Да. Да, вот под этой стороной хорошо. Стена леса защищает от ветра. А там вот что-то вообще прям не камильфо. Да, конечно, было бы неплохо здесь поставить жилицы. Но летом как раз таки здесь щуки у нас меньше всего было. Хотя места здесь хорошие были. Но я их поставил вдоль такого вот заболоченных мест, где она обычно прячется. Ну, посмотрим. Еле увидел далеко сработку. Почти самый дальний, можно сказать. Ну, катушка не двигается, резко тоже. Ай, ё-моё, из пасти вытащил. Теперь с другой стороны самая дальняя сработка.
Клюет, может быть, нет? Тю, сбила, зараза. Тушка. Ну что у нас тут? Вроде как. Да? Ну, что у нас здесь? Что у нас тут покажет? Не хочет она к лунке вестись. Не хочет, совсем не хочет. Иди сюда. Хорошая моя. Так. Ну что ты там? Покажись хотя бы, что там сидит. Что тебя и не видно даже. Ты глянь какая. Я ее сюда, она от меня. Ну-ка, ну-ка. Что ты? О, ну, полторашка будет. Что у тебя с живцом-то, а? Конечно, ты его себе забрала, да? Ну да. Ну и господи. Что у нас с двойником? Двойник мы сейчас отцепим. Ай, жабры у нее как лезвие. Ей-богу. Муха, и порезать-то можно. Что я походу уже и сделал. Все. Ну, чё? Ёпть. Ну, около 1,5 килограмма будет. Неплохая щучка. Переставляем на новое место. Сработка, ну прям на глазах. Сработал. Ну что ты у нас? Странно. Да, была щука. Погрызла, бросила. Не знаю. Вот рано слишком дернул. Ну, теперь можно и покушать. Конечно, у нас сало. Как же без сала-то на природе? О, даже прожилок нету. Ой, огурец совсем замерз. Кубик льда. Чесночок. Чесночка мало, к сожалению. Последний забрал дома. Даже никому не оставил. Так. Термос. На этот раз я взял 2 термоса. А то в прошлый раз мне одного не хватило. Это прям почувствовалось. Вон еще карик тут рядышком лежит. Такой хорошенький. Замерз. Ну, сухая заморозка все-таки. Поставил я тама 3. Раз, два. И тама 3. Первая там вот справа, короче, она на глазах сработала. Пожевала, я не знаю, может из пасти вытащил. Вторая живца сожрала. Вот посередине. Вон та еще пока молчит. Другие 2 я поставил там в конце. Там пока тишина. Возле коряги поставил. Вот. Здесь, кстати, где-то штуки 4 я поставил ближе к камышу, потому что мне показалось слишком далеко она стоит. Щука все-таки сегодня не гуляет по озеру, она на месте стоит, и вот хоть как-то приблизить к ней живца. А на той стороне я ставил 3 штуки.
Ну, пока там что-то не очень радует совсем. Что там, одна сработка, да и все, пустая. А вот тут, кстати, один флажок не сработал. Я подошел, веска наполовину отмотана, а флажок не поднялся. Вытащил, а там листочек от дерева насажен, живца нету, сожрала. В какой момент она это все сделала, непонятно. Может, даже и в самом начале, когда я ставил. Ну, все перепроверил, каждую лунку прошел. На один оборот я поднял. И, кстати, после одного оборота поднятия вот схватила вот эта вот щучка. Но снег усилился, ветер тут вихри закручивает. Надоел уже. Дождался бы, когда я уйду с озера. Ну, вечером там, когда стемнеет, вот тогда пускай дует. А сейчас пока не надо. А вот и третья жерлица сработала на этой стороне. Вот так вот и думай, как ставить. О, катушка крутится. Уходит куда-то. Уходит. Не в камыши так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Из пасти вытащил. Зараза. Жевала, небось, на месте. Какая досада. Ладно. Пошел за живцом. Печаль, беда, обида. Все по заданному жанру. Самый дальний. Что у нас? Обманка? А? Обманка. Что ты? Жевали тебя? Не видно. Вот что значит дурная голова ногам покоя не дает. Думал уже все. Все равно темнеет уже через час. Не буду уже переставлять. И все равно вон те вот, которые у меня были под той стороной, я их переставил. Там их 3 штуки было. Они вообще молчали с самого утра. Я их вот поставил под эту сторону. Тут 2 окуня, 1 крупный и плотвичка. Вот. Прежние, которые здесь стояли, по одному разу сработали, больше себя никак не показывали, не проявляли. И на той стороне тишина. Больше она сегодня сбивает, чем как-то жрет. Либо мелочи много. Вон как была самая первая. Да, там живец с голову был. А все сожрать хотела. Какой лес-то красивый. Такой безмятежный. Так вот смотришь. А ведь здесь ведь лес был, получается. Он подходил ближе к воде. А потом уровень воды поднялся. Причем так ощутимо, что столько деревьев, которые росли не 10, не 20 лет, намного больше. И они все вот так вот ушли под воду. На севере дерево ведь намного медленнее растет. Что здесь у нас? Зима, полгода. И лето, в лучшем случае, 2-3 месяца, не больше. Остальное все холодно, холодно, холодно. Вот как оно. Водоем меняет свое положение. Вот такой лес тут. Снега здесь, конечно, будь здоров. Вон следы, которые, интересно, чьи. Причем такие здоровые. Да? Ну да. Вот тут. Живет своей жизнью лес. Ну, куда у нас следы идут? Куда-то в лес. В чащу, вглубь. Вон буреломы.
Да, зверью тяжело зимой. Тут летом не сладко-то по вот этим вот буреломам ходить, по питанию искать. А зимой как? Зимой вообще беда. Даже особо желания нет глубже, потому что цепляешься ногами, все. Силы очень быстро начинают уходить. Все-таки я без снегоступов, без лыж. Да и цепляться тут будешь лыжами. Буд, конечно, оставляет желать лучшего. Он весь обледенел. Мне даже не хочется вот таким вот носить машину. Потечет потом. Да. На вечер щука не порадовала. Она как-то уже систематически начинает выявляться, что после обеда, после 2 часов, почему-то жор у нее пропадает. Буду складывать. А то сейчас темнеть начнет стремительно. Через полчаса уже и темно будет. Ну, сложил. Хоть погода немножко подутихла. Но, ё-моё. Ого, нормально. Ну, вроде как собрал все. Темнеет, конечно, прям стремительно. Щука тут на борту. На конце бур я отнес к машине еще чуть раньше, когда скучно было. Вот, ну, спасибо этому месту за щучку, проведенное время без происшествий. А мне надо домой. Все загрузил. Да, конечно, пробую это все засунуть. Столько вещей. Снег опять пошел. Ну ладно, надо мне ехать. Дорога немалая предстоит. Еще выбираться надо.